И из дождливого Новосибирска мы чудесным образом оказываемся в Мексике. Но путь этот состоял далеко не из одной ступеньки. Если еще не видели историю нашего путешествия, то, как всегда, вверху будет ссылка для быстрого перехода. 12-часовой перелет– это очень непросто, но авиакомпания любезно предоставила нам все для комфортного путешествия, включая носочки, чтобы наши ножки не замерзли во время полета. После того, как мы получили порцию положительных эмоций в Дубае и 12-часового перелета, мы добрались до Мексики. И в этом видео мы расскажем вам о нашем пребывании здесь и поделимся своими впечатлениями об этом криминальном месте. Но сначала подпишитесь на наш канал. Мы знали, что наше пребывание в Мексике затянется как минимум на месяц. Но так как мы действовали спонтанно и не были уверены в завтрашнем дне, мы забронировали гостиницу в центре города на несколько дней, исходя из отзывов о путешествии в Мексику от бывалых туристов. И как всегда, по традиции, обзор гостиницы. В городе Мехико отель называется Каса Бланка. Давайте посмотрим, что же это за номер за $240 на 3 дня. Заходим, включаем свет. Тут у нас располагается шкафчик. Здесь кофемашинка, уголок, телевизор, кофемашина. Шикарный вид на город Мехико, на музей, Национальный музей революции. Закат. Это 10-й этаж у нас. На 12 этаже расположен бассейн. Ванная комнатка вот такая вот. Приятная. Также сейф. Куда же без него. Все, 3 дня. 3 ночи точнее. Получается 4 дня. $240. И плюс еще включены завтраки. Sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña. Sabes, tiene los 17 aún. Es jovencita y ya es mi novia. Amigos, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña. Sabes, tiene los 17 aún. Es jovencita y ya es mi novia. После завтрака мы решили прогуляться недалеко от гостиницы и осмотреться. Мексика просто кишит старыми Volkswagen Жук. Такое ощущение, что все жуки находятся в Мексике. И первое, что мы встретили на своем пути, оказалось семейное уличное бистро десертов, где работает отец и сын Хуан и Мигусто. Они готовят просто восхитительные фруктовые десерты. Видно, как они старательно это делают, и отец контролирует каждый шаг производственного процесса, передавая свой опыт своему сыну, который вскоре полностью займет его место. Цена за такое фруктовое наслаждение 20 мексиканских песо, что по сути сущие копейки, это всего лишь 100 рублей. Мы стали захаживать к ним каждый день. Еще один популярный семейный бизнес в Мексике – это чистильщик обуви. Отцы передают навыки этого ремесла из поколения в поколение, и, как правило, этим занимаются только мужчины. Но нашим сандалетам порция гуталина противопоказана. Поэтому мы движемся дальше. И первая достопримечательность, расположенная недалеко от нашей гостиницы, это памятник революции. Памятник считается самой высокой триумфальной аркой в мире, который также служит мавзолеем для героев мексиканской революции. Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada, le tomo la mano y siente algo extraño, me abraza y empieza a temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida, así en su vida. Que sexy es el amor, que sexy es el amor, que si eso 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 es el amor. Y en México DF está la banda más sexy de Latinoamérica.
Вот, кстати, интересная особенность. Это висят результаты розыгрышей различных лотерей в виде газетных листовок. Купив лотерейку в соседнем киоске, ты сможешь потом прийти и проверить свою удачу. А это здание национальной лотереи и маленький символ лотереи ТИМО, который достает выигрышные номера из бочонка. Его печатают на местных лотерейных билетах. Далее мы попадаем в городской парк Аламеда, который выводит нас к знаменитому дворцу изящных искусств. Дворец считается самым важным культурным учреждением во всей Мексике. Но, к сожалению, попасть в дворец нам не удалось, так как требовалось наличие защитной маски, но, естественно, у нас их не оказалось. А приобрести на месте их нельзя, что, на мой взгляд, очень непредусмотрительно. Нет, сказали нам на входе, но нет так нет, не очень-то и хотелось. Куда же без китайского квартала красных фонарей? По-моему, такой есть в каждом туристическом городе. Наверное, в самом Китае такого района нет. Вот в Мексике борются с вандализмом. Сразу же. Все убрать. Поэтому здесь так чистенько и красиво. Ни объявлений, ни граффити, ничего. Вот это я понимаю, пожарная часть. Всякие машины, даже мотоциклы пожарные есть. Форды, Фольксвагены, МАН. Хо-хо-хо, да вообще. Да, к безопасности Мексика относится очень серьезно. Вот такой вот Новый год в Мексике. Пальмы и елки. Это сейчас рубрика для тех, кто родом из 80-х. Смотрите, хлеб с маслом и с сахаром. Представляете? В Мексике хлеб с маслом и сахаром. Это сладость моего детства. Больше ничего не надо было. Хлебушек, масло и сахар. А тут, пожалуйста, продается. Не надо даже самому делать ничего. Еще прикол в Мексике, что скоро ездят по выделенной дорожке. Ну, не совсем по выделенной части дороги, а скорее по всевозможным местам, чтобы максимально быстро добраться до места чрезвычайного происшествия. Да, в Мексике чувствуешь себя в безопасности, потому что кругом дежурятся такие вот жесткие чувачки с автоматами. Постоянно ездят патрульные автомобили, полиция по городу. Стоят так вот они там, дежурят с автоматами. Вот припаркованный стоит просто. А кто-то стоит, кто-то едет. Чувствуешь себя немного спокойнее. Несмотря на все, что то, о чем тут говорят. И действительно чувствуешь себя немного безопаснее, видя местных стражей порядка. Сходил такой по своим делам тут. И такой, каждый дверь открыть ручку, наверное. О. Caballeros. Que si esto es el amor, 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 que si esto es el amor. Кукодрила Леоноры Каррингтон. Необычная скульптура в виде 5 крокодилов, плывущих в лодке с крокодилей головой, которую приводит в движение еще один крокодил, вы можете встретить, прогуливаясь по проспекту Реформы. Скульптура изготовлена из бронзы и весит 5 тонн. Виктория. И, конечно же, полиция.
Красавчик стоят. Контролируют город. А это уже прогулка по Мехико в выходной день. На заднем плане все тот же городской парк Аламеда. В общем, в Мексике довольно-таки весело, спокойно и безопасно. Но этот музыкант, конечно, не идет ни во что с теми музыкантами. Сегодня суббота, 12 часов дня, и на улице довольно-таки оживленно. Только посмотрите, какая штука. Сделана из старого оружия. Вот Калашников, к примеру. Оружие, магазины, пистолеты, револьверы, всякие обоймы, затворы. Даже вот пистолетная смазка осталась. Пружины, томаты, револьверы. УЗИшка. Это музей памяти и толерантности, в котором показан весь ужас угнетения и борьбы человека с внешним жестоким миром. Посещение заставляет задуматься о том, что такое война и к чему она приводит. Наверное, некоторым высокопоставленным личностям было бы полезно его посетить как можно скорее. Гатито. На испанском, а испанский это язык Мексики, котик звучит как гатита. Y con ustedes, Jay de la Cueva. Слева мы видим знаменитый синий дом. Это дом плитки House of Tiles. С тех сторон полностью покрыт дорогой плиткой синего и белого цветов. За это дом получил свое название. Он был построен графом Дель Валье де Орисаба для своей семьи аж в 18 веке. Это вот синее здание, кстати, пойдем посмотрим его. А потом, наверное, выделал, смотрим. Так и не зашли. Господи, я что, я не могу обогнать никого? Как мне обогнать все? Огромное количество различных туристов, местные шарманщики, зарабатывающие песо, крутя свои шарманки, сувенирные лавки, чистильщики обуви, протестующие. Все это можно встретить в выходной день в Мехико по пути к основной достопримечательности – знаменитой площади Конституции. Вау, вот это вообще стройка идет. А вот знаменитый Белый дом. Знаменитый балкончик президентский. Куда он выходит на праздники на какие-то и общается с народом. Машет им ручкой, дает им напутственные слова. Вот сюда он выходит. Друзья, они на центральной площади приволокли поезд. Настоящий. Ставили импровизированные ворота здесь. Проложили рельсы по всей площади. Я так полагаю, что этот поезд скоро поедет. Что-то грандиозное будет в Мексике происходить. Вот подвезли военных для контроля ситуации на Мерседесике. Пожалуйста, они приехали, сидят с кондиционерами, ждут своего часа. Но мы идем дальше, посмотрим, что тут интересненького еще есть. Кстати, очень интересная у них военная раскраска. Пиксельная.
Мне очень нравится. Так вот у них раскрашиваются военные автомобили, военная техника. Что тут происходит? Продвинувшись дальше от площади Конституции, мы попали на территорию какого-то племени индейцев, где с туристами проводили странные обряды и продавали различные обереги и амулеты из вороньих ног и голов. Это просто какое-то сумасшествие. Энергия просто мгновенно уходит из тебя от такого количества людей и смены пейзажа. Глаза как будто забиваются песком и начинает резать. Очень утомительная прогулка. Возможно, те индейцы как раз и занимаются восстановлением энергии. Но мы еще не все посмотрели и пробираемся к очень древней находке в Мехико, к остаткам храма ацтеков, Темпло Майор, что переводится как «большой храм», которые были обнаружены в ходе строительных работ в 1978 году. Это было священное место для ацтеков в 1300 и 1400 годах. Целый квартал был снесен, чтобы найти еще больше археологических объектов, относящихся к временам ацтеков. Это возведенная часть. А вот такое находится на полуострове Юкатан. Это все. На этом наша экскурсия по замечательному городу Мехико заканчивается. Нами было принято решение не оставаться здесь, потому что, несмотря на полицейские патрули и обильное количество туристов, ты все равно чувствуешь себя здесь неспокойно. Вечером выходить на улицу по-прежнему страшновато. Но так как в приграничном городе Тихуане находиться еще страшнее, мы решили полететь в курортный город Пуэрто-Вальярта и ждать заветной даты именно там. Ведь там круглый год печет солнце и пляжи омывает голубая волна Тихого океана. Ехал в аэропорт с вещами, но забыл взять с собой чемодан. Не беда. Выбираешь любой понравившийся и покупаешь его с помощью карточки. Пожалуйста. Быстренько купил, сложил все вещи и полетел. На любой вкус и цвет. Замечательно. Аэропорт Калуга. Добро пожаловать в Мексику. Жить в Мехико постоянно точно нет. Приехать сюда еще раз? Скорее нет. А вот Пуэрто-Вальярта – это уже совсем другая история, о которой мы расскажем в следующем выпуске. Пишите в комментариях, что вам понравилось больше всего в этой прогулке и какое место в Мехико вы бы обязательно посетили. Оставайтесь с нами и ставьте лайк, ведь это придает нам сил и дальше снимать для вас интересные истории о нашем переезде в Соединенные Штаты. Cuando pasamos cerca de seguridad. Cuando pasamos cerca de seguridad, avisamos con ustedes para ver la pasita.